Здравствуйте, мои хорошие! Это канал «После смерти сына», дневник мамы. Я Екатерина Варади, создатель и ведущая этого канала. Сегодня 110-й день с тех пор, как от нас ушел наш младший сын Иван. Сразу скажу, не думайте, что за мной неземное сияние. Я просто включила ту лампочку, которая за моей головой, потому что положено вообще делать подсветку заднего фона. И я решила попробовать, и мне понравилось. Вот, то есть, если я буду делать вот так, то вы поймете, что тут лампочка. Но я стараюсь так не делать. Итак, сегодня я хотела бы с вами поговорить об очень важных вещах, двух. Первое – это о чувстве вины, которое практически всегда возникает у человека, у кого кто-то умер, ушел, да, из жизни, особенно у матери, если у нее ушел ребенок. Я вижу это в комментариях наших, поэтому решила обсудить этот вопрос более подробно. И меня он тоже касается, естественно. И второе – это, по-моему, неизбежная переоценка ценностей семьи. Может быть болезненная, может быть странная, когда уходит близкий. И ты начинаешь понимать, что деньги, возможности, связи, все это очень важно. И это, безусловно, нужно, потому что это может помочь, но как будто бы это не самое главное, потому что они не могут купить жизнь, не могут купить здоровье в очень большом количестве случаев. И в какой-то момент ты просто ты теоретически ты это знал всегда, что ты не всемогущий, но всегда, мне кажется, в каждом человеке есть какой-то защитный механизм. Если ты богатый, успешный, то ты думаешь, что тебя это защитит. Если ты верующий, хорошо делаешь все, то тебе кажется, что тебе это защитит. Если ты неверующий, тоже все стараешься жить по общечеловеческим правилам, ты тоже думаешь, что тебя это защитит. И в какой-то момент ты просто с этой невозможностью что-то сделать в определенных случаях, самых важных для тебя случаев, ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что ты действительно не всемогущий. И получается, что если я не могу изменить то, что вокруг получается, то вообще чего я могу? Получается, что я абсолютно тварь дрожащая, да, как у Достоевского. Но мне кажется, что я могу, это главное, я могу сделать выбор в пользу жизни и в пользу любви. Сохранить жизнь и сохранить любовь, которая у меня осталась. Вот это коротко о выпуске для того, чтобы все, кто посмотрел первую минуту, могли понять, интересна им эта тема или нет. Я настолько сегодня, вы знаете, даже не то, чтобы углубилась в эту тему, то есть у меня так никогда не бывает, я сегодня вообще планировала о другом говорить. У меня был вообще план один, и вдруг в какой-то момент, я, во-первых, отвечала, сегодня я совершила подвиг, ответила на все комментарии одного дня. Простите за мой французский, это просто, я ужасно хочу ответить на больше, просто тупо не успеваю. И огромное, во-первых, вам спасибо, потому что именно эти комментарии мне помогают выцарапать какие-то очень важные вопросы, болевые, может быть, да, которые нас с вами касаются всех. Но иногда я не соображу о чем-то говорить, иногда я этого не вижу, и в какой-то момент это вылезает, это классно, потому что, слушайте, это самый фантастический эффект того, что мы сообщество. То есть не только я говорю, говорите вы. Я вас всех читаю, и у меня рождаются мысли, потому что, во-первых, слушайте, я, хотите или не хотите, преподаватель церковной школы, то есть я привыкла из всего брать темы и думать на них. То есть я не то, что ищу информацию, я думаю на эту тему. Конечно, у меня есть какой-то багаж знаний, но каждый раз это все равно что-то новое. Собственно, если брать сегодняшний день, да, как он прошел, это абсолютно калька со вчерашнего, потому что мы сидим на даче, жарко, ничего не делаем, разговариваем с мужем, я занимаюсь каналом, гуляем с Джеком, ходим есть куда-нибудь один раз в день. И сегодня единственное, что мы разговаривали с Сашей, то есть мы каждый день с ним разговариваем, и не один раз порой. Но, вы знаете, часто получается, что у тебя ежедневные вопросы, типа, как дела, там, как Чарли, как Джек, как то, они заслоняют главное. Иногда человек, во-первых, не очень в состоянии разговаривать, иногда он занят, иногда он устал. А сегодня как-то получился такой очень задушевный разговор о том, что Саша его поднял. Он сказал, что ты знаешь, говорит, за последнее время я очень сильно переосмыслил жизнь. Я говорю, слушай, в каком плане? Он говорит, ты знаешь,
раньше я себя чувствовала таким маленьким человеком перед огромным миром, с огромными задачами. У меня была задача, ну, как бы быть достойными вас, потому что вы такие успешные, и мне нужно, я считала, что мне нужно заработать много денег, и стать вообще крутым, и достичь успеха, и достичь того, и достичь всего, и я постоянно чувствовала, что я что-то не успеваю, мне было от этого плохо. А сейчас я вдруг понимаю, что у меня вообще, говорит, все приоритеты сменились. То есть, да, вот я за последний месяц там в галереях наших сделал то-то, то-то и то-то, и раньше бы я безумно этим гордился, а сейчас, да, я понимаю, что это хорошо, но я радуюсь этому, но для меня все равно самым важным стало другое. Самым важным и самым ценным для меня стало общение с семьей. И я поняла, что количество, ну, как бы семьи, да, людей в семье, оно не увеличится, ну, если только дети у них не родятся, понятное дело. То есть, ну, он имеет в виду старших членов семьи, что оно не изменится, и поэтому нужно ценить каждый день, каждый момент, который мы можем провести вместе. Даже если мы далеко, просто разговаривать, вот, давать вот это ощущение ценностей. И в этом плане он сказал, что, наверное, стало жить легче, потому что, ну и тут я присоединилась тоже, потому что как бы действительно ты понимаешь, что да, у тебя были деньги, ты считал, что это возможности, дает дополнительные возможности, это так, они действительно дают, но они не решают всех проблем. И если там тебя, например, поставили неправильный диагноз, или, например, ты попал не в то место, или просто тебе суждено уйти, да, то ни деньги, ни власть ничего не помогает. Ну, иначе мы с вами не видели кучу богатейших людей мира, которые вообще имели в своем распоряжении все средства, и они тоже умирают, и у них тоже умирают дети. То есть, ну, в общем, с этим все понятно. Вот, и это коснулось в какой-то степени вот это ощущение, знаете, второй момент, то, что мы ощутили, это ощущение бессилия, то есть того, что ты не властен над своей жизнью и над жизнью близких своих, совсем не, то есть не то, чтобы мы думали, что мы властны, но совсем нет, ты не думал, потому что действительно были ситуации, когда болел ребенок, ты его там возил к врачу, лечил, давал витамины, возил на курорты, то есть все время был какой-то, знаете, алгоритм. А в данном случае, вот как с Ванькой, мы везде утыкались в глухую стену, и нигде ничего не помогало. То есть лучшие клиники ничего не сделали, хотя мы выполняли абсолютно все предписания, и все, ничего не получалось. И вот мы оказались бессильными. И в данном случае это по-разному коснулось нас всех, ну, коснулось, пожалуй, больнее всего мужа, потому что он, как успешный предприниматель и мужчина прежде всего, он всегда считал, что он должен защищать свою семью, и он думал, что он сможет, да, что у него вот есть возможности, он сможет хоть как-то. И он был далеко, в связи с тем, что я же была с Ваней все время, а он работал, он периодически приезжал, но все равно в основном он был далеко, и поэтому у него была главная задача там помочь как-то обеспечить нам вот это существование последнего года, потому что медицина в Германии, естественно, очень дорогая. Мы же делали не по страховке, все, страховка у нас в Венгрии. А меня это коснулось по-другому, потому что, как вам сказать, я с Ванькой же находилась все время, да, то есть у меня была немножко другого рода бессилие, то есть я не думала над тем, что вот деньги и что-то. У меня было то, что я вынуждена была контролировать процесс лечения, и на самом деле мне безумно хотелось, чтобы мы нашли врача. Вот я ехала в Германию, прям мне казалось, что мы нашли то, что нужно, потому что в хирургии так и было, действительно. Нашли врача, который держит в руках вот всю тебя со всеми твоими проблемами, тебе старается помочь. И тебе не нужно вот до мелочей влезать вот в каждый там какой-то аспект, потому что, ну, безумно хотелось, потому что, понимаешь, ты же понимаешь, что ты не врач, да? Как бы сколько бы ты книг не прочитал, но врачом ты никогда не будешь. Поэтому ты понимаешь, что врачи по базе знают больше. И ты надеешься, что есть человек, который поймет суть проблемы, который заметит нестыковки, заметит какие-то проблемы. И потом, когда получилось, что нет, потому что просто я поняла, что в Германии тоже не потому, что врачи плохие, а потому что тоже лечит хирургия. Вот как только тебя переводят из хирургии, как будто у тебя хирургических проблем не было. Как только там тебя из онкологии переводят еще куда-то, как будто у тебя нет других. Вот во всем так. То есть практически вот споты такие, да, места, в которых тебя пихают, а между ними связи очень относительные.
я потом, я на втором канале вообще подробно рассказываю, там просто были прямые доказательства этому, да, не потому что я такая вредная и придумываю, действительно так было. И у меня вот это вот ощущение жуткой ответственности, то есть вот когда ты все время вынужден изучать, задавать вопросы, находить витамины, согласовывать их прием, составлять рацион, ругаться с Ванькой по поводу того, что он там не ест достаточно, или заставлять его есть, или заставлять его двигаться, делать лечебную гимнастику. Вот это вот груз ответственности, во-первых. Во-вторых, безумное ощущение беспомощности. Вот ты чувствуешь, что ты не можешь, ты чувствуешь, что не то. Вот, ну, как мать, знаете, сердцем она чувствует, что не то. И ты пытаешься найти возможности, везде утыкаешься вот эти глухие стены. Поэтому там была вот эта проблема, и, соответственно, из этого вытекает вот это чувство вины, о котором я говорила. А вдруг я могла сделать больше, вдруг я там, особенно, знаете, как с учетом того, что я же написала в канале, что, да, вот мы лечились гомеопатией 20 лет, и на меня все наехали тут же, ну, не все, несколько человек, на самом деле, что ничего удивительного, что ваш сын умер, сами виноваты. Вот, хотя гомеопатия к этой проблеме не имела ни малейшего. Можно подумать, что умирают и болеют люди только, которые лечатся гомеопатией. То есть, неважно тут, я не хочу о ней говорить даже сейчас, просто вот это чувство вины, оно же по-любому есть, то есть в любом случае ты начинаешь анализировать и думать, а вдруг я что-то не то сделала, куда-то не туда пошла, не пробила какую-то нужную дверь и так далее там. И, соответственно, я вижу по комментариям, что практически все мучаются такими вопросами. Зачем я настояла, захотела, что мой сын, там, женщина говорила, я так хотела исполнить мечту сына, хотела, чтобы он поехал в поездку, он поехал и на обратном пути умер. Если бы я этого не сделала, он был бы жив. Нужно было там сильнее давить на врачей. Я прошу у сына прощения, я была в реанимации, не смогла добиться, чтобы он не умер. Нужно было там раньше понять что-то. Почему я в тот момент была на работе и не знала? Почему я закрыла дверь и не увидела, как мой сын там выпал из окна? То есть вот эти жуткие совершенно случаи, ну такой же, как и мой жуткий случай, да, то есть мы все находимся в одной лодке, у каждой, почти у каждой из нас, вот я, конечно, не могу сказать за всех, да, я вижу по комментариям, что эта тема очень сильно отозвалась. И во мне эта тема отозвалась, потому что это ровно мои же будни, да, и ровно мои вопросы, которые которые у меня возникают. И то есть вот этот главный вопрос, если бы я что-то сделала не так, то мой ребенок был бы жив. Вопрос, который, ну, на 10 баллов человека вводит в 10-бальный шторм. То есть вот просто. И я вот долго достаточно над этим делом рассуждала, да, но я вам рассказывала, что это для меня нормальное состояние, это я не ради канала делаю, хотя ради канала сейчас тоже, потому что мне очень безумно хочется помочь тем женщинам, которые страдают от этого чувства вины, и заодно помочь себе, понятное дело, но в особенности тем, кто действительно, я просто вижу, что вот очень много прошло времени, а люди до сих пор настолько мучаются, я могу себе представить какое-то безумное страдание. Вот мне вообще очень трудно дается видеть страдания рядом, и ну, просто невозможно. И вот я здесь, знаете как, я сначала подумала про себя, думаю, ну вот в чувстве вины вообще в принципе нет никакого смысла. Зачем вообще искать виноватых? Но потом я поняла, что есть два вида типа чувства вины. Потому что одно дело, когда ты, например, нагрубил родителям, да, и ты себя чувствуешь виноватым. Ты этот вопрос можешь исправить. То есть ты можешь пойти к родителям, попросить прощения, исправить то, что ты сделал, или там ты неправильно, там из-за того, что ты неправильно прочитал учебник, ты что-то там на работе накосячил. Но опять же, здесь всегда есть возможность, ну, тебя могут выгнать, могут не выгнать, но ты можешь понять, в чем был твой косяк, и подтянуть себя в этой области знаний. То есть, грубо говоря, вот это чувство вины, когда оно поддается исправлению, то, что вы сделали, тогда это чувство вины очень полезное в том плане, что оно заставляет идти человека вперед. Вот, кстати говоря, да, и я вообще считаю, что когда ты умеешь просить прощения у кого бы то ни было, это свидетельствует о возросшей духовной зрелости, потому что это безумно трудно для любого человека. Для меня абсолютно тоже трудно, особенно когда ты, например, тебя очень задели, близкие люди почему-то особенно, потому что в основном если я ссорюсь всегда с близкими людьми. Ну, потому что понятно, что они тебя знают лучше всех, и они больнее всего могут ударить случайно совершенно. Вот. И
Я понимаю, для меня очень трудно иногда просить прощения, но в какой-то момент я начала, я уже, по-моему, говорила в одной из видео, что у нас такой принцип, вернее, у меня был принцип, а потом как-то он перешел на всю семью, что есть послание, по-моему, апостола Павла к Ефесянам о том, и я выписала себе даже точную: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И я в какой-то момент, вы знаете, всегда, когда читаешь Евангелие или когда читаешь послания, да, апостольские, то иногда ты проходишь мимо. Но когда ты их читаешь постоянно, в какой-то момент у тебя вдруг так вот высвечивается какая-то фраза, и ты ощущаешь, что именно в этот момент она к тебе обращена. И на самом деле это связано с тем, что просто в какой-то момент, ну, когда родители становятся более пожилыми, ты вдруг начинаешь понимать, что мы настолько хрупкие, что совершенно не представляешь, чем закончится ночь, например. Вот ты можешь с кем-то поссориться очень крупно, а завтра этот человек может не встать, или ты можешь не встать. И тогда это такие угрызения совести, что я бы, например, вот если бы со мной что-то случилось, совершенно не хотела, чтобы кто-то из моих близких вот эти угрызения совести испытывал. Поэтому у нас заведено так, вот, по крайней мере, у нас с мужем, и у меня с детьми, у нас с детьми, и у меня с родителями, вот так заведено. Родители периодически ссорятся и не мирятся, но у них там свои отношения, это другая тема. Они живут очень хорошо, сколько уже, 60 лохматое количество лет, 62 или 63 года, что ли, они вместе уже живут. Вот. Но мы всегда миримся до заката, вот всегда. И самое трудное бывает, это когда ты 100% не виноват, то есть, ну вот просто объективная бывает ситуация, когда ты 100% не виноват. И ты ничего плохого не сказал, на тебя наехали, на тебя там нагрубили, накричали, сказали жутко какие-то обидные вещи, и ты сидишь, рыдаешь, вечер приближается, и ты понимаешь, что у тебя вообще никакого желания просить прощения нет. И тут у меня возникло такое, что называется, что породил, да, то и у тебя выросло. Детей-то я этому научила, да, и поэтому, когда они подросли, они уже стали видеть, что если я ссорюсь с мамой, например, и в основном я ссорюсь с мамой, если с кем-то ссорюсь, то они приходят ко мне, как голос моей совести, говорят: мам, ну ты же сама учила нас, что да не зайдет солнце в гневе вашем, надо сходить помириться. Я говорю: слушайте, ну я не виновата, но все равно. И вот у нас такой, у меня, по крайней мере, такой алгоритм. Я поняла, что я не могу теперь заснуть, потому что, не дай бог, что-то. И у меня такой алгоритм. Если я считаю себя совершенно неправой, совершенно в смысле правой, извините, то есть как бы я не должна просить прощения, то я прихожу и говорю, что мама, я считаю, что ты в данном случае была не права. Я по сей день, до сего момента продолжаю так считать, но если я тебя чем-то обидела и чем-то тебя там искусила и оскорбила, прости меня, пожалуйста, я ничего плохого против тебя сделать не хочу. И как бы таким образом я уже со своей стороны сделала все, потому что заставить ее меня простить я не могу. То, что зависело от меня, я сделала. Но что самое интересное в этой ситуации, как бы ни, вот сколько бы раз у нас это не разыгрывалось, не только с мамой, с кем угодно там, сколько бы раз это не разыгрывалось, почему-то всегда в тот момент, когда ты приходишь и просишь прощения, вот этот безумный шторм, который в тебе был, он утихает. И самое интересное, что сама ссора приходит к концу. Потому что тот человек, у которого ты попросил прощения, у него как бы вот, ну, у нас, по крайней мере, так было, что мама, которая вдруг понимала, что, типа, да, она мне, когда первый раз это произошло, она говорит: хорошо, если ты считаешь, что ты не права, что я не права, ты права, зачем ты пришла ко мне просить прощения? Я ей объяснила, я говорю: слушай, я не хочу так уходить в ночь, я боюсь, что мало ли что со мной или с тобой случится, я не хочу эту груз с собой нести. И мама такая, скрипучим, правда, голосом, там сначала недовольно сказала: ну, тогда и меня ты тоже прости. И, в общем, вот в этот момент как бы все, вот вообще все прошло, мы больше даже к этому вопросу не возвращались. И вот это какая-то удивительная сила вот этой Божьей мудрости, она присутствует. Главное об этом не забывать, потому что периодически очень не хочется это делать. И сколько раз меня дети прям подпихивали. А мне же тут и преподаватель их же, да, я же им говорю, и потом сама не буду так делать. Ну, как бы положение-то обязывает. Вот. Но также существует другая вина. Вот когда изменить абсолютно ничего невозможно. И здесь, ну, особенно, конечно, если когда смерть близкого, особенно для матери смерть ребенка, да неважно даже, если смерть мамы или смерть брата или чего угодно, и здесь начинается жуткое самоистязание, то есть человек от себя требует знания того, чего он знать никак не мог.
То есть он сегодняшней головой судит себя вчерашнего за то, что он чего-то не сделал. То есть практически получается, если это так упростить, то мы обвиняем себя за то, что мы не стали Богом, не были Богом в той ситуации. И одно дело, если мать намеренно отправила своего ребенка на смерть, зная, что за углом стоит убийца. Или мать намеренно отправила ребенка в путешествие, зная, что его самолет разбомбят. Да? Ну, может быть, такие вещи есть, бывают страшные матери, мы знаем. Но вот я практически на 200% уверена, что среди слушателей и слушателей нашего канала таких людей вообще нет, ни одного. Получается, что вот опять же какая-то мама отправила ребенка отдыхать, потому что она хотела исполнить его мечту. В нашем случае я рассказывала, что дедушкина племянница утонула, потому что мама ее отпустила в первый раз в жизни, потому что она ее умоляла, и она говорила, что это ее мечта, и тетя Валя ее отправила, она утонула. И потом тетя Валя себе это, естественно, не могла простить. Кто-то доверился врачам, а они подвели. Кто-то не доверился врачам, не потому что он был вредный и плохой, а потому что у него были какие-то основания не доверяться, да, и он оказался неправ. Там кто-то, например, я просто представляю себе, что, например, что-то произошло, когда ты задержался с работы, потому что, например, пошел в кафе с подругой, пошла в кафе с подругой, а в это время с твоим ребенком что-то случилось. Или там, я не знаю, как вот кто-то написал, что закрыла дверь, а сын выпал из окна, и я даже ничего не знала. И вот это вот, почему я закрыла дверь, почему я там ему что-то сказала. То есть это все ситуации, в которых мы на тот момент не могли решить по-другому, потому что у нас не было знания будущего. И вот на тот момент мы делали так, как мы считали лучшим для нашего ребенка. Вот я просто, вы понимаете, это вот тот момент, когда каждая мать хочет, чтобы ребенок хорошо отдохнул. Каждая мать хочет, чтобы у ребенка все было хорошо. Каждая мать его любит. Мы можем ошибаться, мы можем задержаться с работы, потому что пошли в кино, но мы же не знали, что в этот момент что-то произойдет. Мы же не хотели плохого нашему ребенку. И вот это вот момент, когда это начинается такое самоистязание, да, когда мы задаем себе вопросы, а что было бы, а что если я знаю, что этот вопрос жуткий совершенно, я по себе знаю, что у меня это вызывает то чувство, о котором я вам говорила, и которое мне Саша сформулировала. Когда у тебя сердце проваливается куда-то вниз, в область солнечного сплетения, здесь образуется как будто бы такая пустота, ты как будто бы начинаешь задыхаться, и тебя заполняет темнотой. Вот это вот такой вот он мне об этом рассказал, я до этого не могла сформулировать то, что я ощущаю. Это ровно то, что ощущаю я тоже. И вот, знаете, нужно всегда, мне кажется, вот я себя могу вытянуть из этого состояния, когда я вспоминаю себя тогдашнюю. И понимаю, что в тот момент я нажала на все возможные рычаги, которые были в моем распоряжении. Да, я не знала того, что знаю уже сейчас я, но за счет того, что там вот мне рассказали, как лечатся гнойные инфекции. Но в тот момент я этого не знала, и мне неоткуда было это узнать. Хотела ли я лучшего своего ребенка? Да. Любила ли я его больше жизни? Жизнь бы готова была за него отдать. Отдала я все, что было у меня в тот момент? Да, я бросила все, я перестала работать, я закрыла все свои проекты. Практически больше года я занималась только Ваней. Я ухаживала за ним денно и ночно. Все время, всегда, 24/7. И вот, знаете, вот сейчас вы скажете, ну вот ей легко, она сказала, она была с ним, а я вот не была с моим ребенком, когда он ушел. И мне от этого плохо, я себя за это грызу. Знаете, вот очень полезная штука, это есть нездоровое раздвоение личности, а есть здоровое раздвоение личности. Вот мне эту технику подсказала психолог моя. И я вам могу сказать, что к этой технике, вот сейчас я, кстати, об этом забыв, что это была психолог, пришла сама. Ну, на самом деле, вероятнее всего, не сама, подсознание подсказало. Представьте себя, что вас двое. Вы взрослый и вы ребенок. И вот представьте себе, что вот давайте себе представим маленького ребенка, который шел по комнате, споткнулся об ковер и во время падения разбил дорогую вазу. Он разбил ее не потому, что он ей играл. Он просто не смог проконтролировать траекторию своего падения. Вы будете его ругать за это? Не будете, потому что в первую очередь позаботьтесь о том, чтобы он не обрезался об осколки этой вазы. И вот если вы будете, вот мне кажется, да,
вести диалог внутри себя. То есть вы родитель, и вы же ребенок, вот вы вспомните, вот вам ребенок ваш рассказывает, о чем он плачет. Вы будете этого ребенка ругать? Я думаю, практически в 100% случаев нет, если вы действительно честно сделаете так, что вот это ваш ребенок. Вот вы сами ваш ребенок в этот момент. Вот. И мне кажется, что вот это поможет просто, ну вы знаете, это поможет понять, что мы требуем от самих себя того, что никогда бы не потребовали ни от кого другого. Что мы требуем от себя то, что в принципе выше человеческих сил. И знаете, вот тут вот очень часто звучит вопрос вообще в жизни, а особенно у нас на канале, за что меня так наказал Бог, да, или за что так меня, что плохого я сделала, почему меня так наказали. И это логичный вопрос, потому что, в принципе, вот у меня в церковной школе мы же все время анализируем. Я вот с детьми именно таким образом общаюсь. Я им не вещаю с кафедры, а мы с ними вместе раздумываем и придумываем всякие варианты. И вот я там задаю вопрос по поводу какого-нибудь библейского персонажа. Вот, а что вот он так болел, например, почему так вот, почему Бог ему не помог? Или вот там вот у него детей не было, он молился там 30 лет об этом, а Господь ему не помогал. Вот почему такое? И, значит, дети такие, ну, Бог хотел его наказать. Или там Бог хотел его там чему-то поучить. И я такая говорю, слушайте, ну вот мы же говорим с вами о том, что Бог есть любовь, Бог Отец, да. Вот вы себе представляете себе, что ваша мама вас накажет таким образом за то, что вы что-то сделали, вот таким долгосрочным способом? Вы что, нет, вообще нет. Я говорю, ну, а почему мы тогда думаем так о Боге? Вот я, например, честно вам скажу, я верующий человек, христианка. Я абсолютно не верю в карающего Бога. Тут совершенно логично мне сказали в комментариях, прочитайте Ветхий Завет и увидите, какой ваш Бог добренький, в кавычках, что он там сколько народу перерезал. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это другая ступень развития. То есть если мы христиане, мы живем по Новому Завету. И вот его нужно брать. И в Новом Завете Христос никогда никого не осудил. Он не осудил блудниц, он не осудил взяточников, он не осудил никого. Максимум, что он говорил, что иди, больше не греши. Он помогал тем, которые считались вообще скверными и еретиками у евреев в то время. То есть он никогда ничего такого не делал, народа не убивал, практически даже ухо прирастил рабу, воину, в смысле, который на него напал. То есть это вот то, почему мы живем, в принципе. И здесь я, знаете, как детям это рассказываю, как я про себя могу понять. Вот смотрите, здесь это заодно ответ на вопрос, почему, как мне кажется, вы можете не получать сигналов от ваших детей. И я же тоже их долгое время не получала. Значит, смотрите, вот когда дети говорят о наказании, вот Бог наказал. И когда я говорю, что Бог не наказывает, я говорю, смотрите, представьте себе, что каждый из нас рождается под светом Божьим. Вот свет Божий, он на всех светит, на хороших и на плохих. Ну, мы знаем, да, солнце светит на хороших и на плохих, одинаково греет, одинаково нас мочит дождик, всех. Но когда вы делаете что-то плохое, имеется в виду не обязательно плохое против кого-то. В принципе, любое плохое против себя. Когда вы на кого-то гневаетесь, когда вы кого-то не прощаете, когда вы кого-то убиваете, но я не про вас говорю, а в целом люди, да, когда вы изменяете там своей жене и мужу, когда вы кого-то предаете. Это как бы каждый раз, вот каждое плохое деяние или плохая мысль, это кирпич. Кирпичик, которым вы закрываетесь над собой, делаете потолок. Эти кирпичики разного размера, потому что, ну, там, гнев на кого-то нельзя сравнить с убийством, понятно. Или там измену нельзя сравнить с плохой мыслью. Но эти кирпичики все равно есть, и они потихонечку, полигонечку начинают образовывать свод вокруг нас. И когда этих кирпичиков становится очень много, дырка к свету закрывается. И получается, что свет Бога, он есть, он проникает везде, но он не может проникнуть сквозь те камни, которые мы сами создали, закрыли себя от него, создали себе пещеру, ее еще как следует зацементировали. Вот.
И я ни в коем случае не хочу сказать, что чувство вины или то, что вы делаете, или мы делаем, я делаю так же, как и вы, сами с собой, то есть вот едим себя поедом, это такие же камни, как когда ты кому-то изменил или кого-то убил. Совершенно другие камни, но это при этом все равно остаются деяния против себя самих. То есть это не деяния, которые вас ведут к свету совершенно точно, потому что, хотя бы просто потому, что они вообще бесплодны. То есть сколько бы вы себя ни винили, вы не сможете облегчить жизнь ни себе, ни своему ребенку. То есть вы его не вернете, себе жизнь только усилите, то есть ухудшите. То есть, как мне кажется, вот это вот метафора с пещерой, она очень здорово, вот для меня, для самой, она очень хорошо объясняет то, что со мной происходит. И когда вот я пытаюсь в себе эти кирпичи снять, то есть я пытаюсь отменить, вот я принимаю решение не выбирать чувство вины, вот как в видео моем, да, я говорю, я стараюсь, оно ко мне приходит, оно и сегодня ко мне пришло, но я его целенаправленно запихиваю ногами в какой-то угол, прям вот оптически себе представляю, что пришел какой-то гад, карлик, который хочет меня опять утащить с собой вот в этот низ, меня забить нафиг, чтобы я чувствовала себя плохо, чувствовала себе эту пустоту. Я его просто вот, или веником, я не знаю, у кого какой образ. Вот, и я не хочу, чтобы свет вокруг меня это самое терялся. И у меня еще, как бы я с этим связываю еще также вопрос насчет того, что почему близкие, мы можем не слышать наших близких. Потому что вот опять же, да, была у меня метафора с радиоприемником. То есть есть сигнал оттуда и отсюда. Мы просим их, они просят, они за нас молятся, они нам что-то пытаются сказать. И есть помехи. Вот вполне может быть, что вот эти вот гнев, обида, неприятие, горе, потому что горе – это естественное условие для матери, но горе – это неестественное существование для человека. То есть оно для человека, вы все знаете, и я знаю, разрушительное, потому что оно приносит чисто физические плохие симптомы. Мы заболеваем от горя. Поэтому, естественно, оно не может быть про хорошим. Другой вопрос, что мы не можем с этим просто ничего сделать. И вот эти чувства, они вызывают помехи. Вот либо мы скажем, что это кирпичики, которые, может быть, не таким толстым слоем покрывают, как в случае других, но они все равно от нас закрывают вот это пространство, и лучи, которые наши дети посылают, они не могут туда проникнуть. Либо, если это помехи, то та же самая история. Сигнал идет, а помехи идут вот так вот. И вот чем меньше, как мне кажется, вот об этом, кстати, тоже многие писали в комментариях, женщины, которые сумели вот это преодолеть, да, они сказали, что да, мы понимаем, что есть вечная жизнь, мы терпеливо ждем встречи с нашими детьми, мы поняли, что нашим детям плохо, когда нам плохо, то же самое, что я вот про себя поняла, да, и мы выбираем жить, мы стараемся жить, и вот даже кто-то сказал, что к нему получила, как бы, то ли во сне, то ли кто-то передал сон о сне, который маме сказал, что мама как следует сделать там прическу или маникюр, или что-то такое. Это как раз было к тому, что вот меня осудили за то, что у меня маникюр и красивое платье, скажем. И я сказала, да, я буду так делать, потому что мой сын бы так этого хотел. И вот женщина тоже сказала, что ей прям сын это конкретно передал с того света. Вот. То есть, но мне кажется, самое главное, это все равно волевое усилие. То есть это горе, оно никуда само не денется. Надо понимать, что если уж оно прилипло, это как, знаете, как грибок. Или как вот на деревьях, знаете, вот эти вот паразиты, которые сидят. Они сами не съедут. Их надо потихоньку отдирать. То есть, мне кажется, нужно какое-то самоусилие, которое, то есть, по чуть-чуть, вот каждый день какое-то желание сказать, что я сегодня хочу горевать меньше, я хочу сегодня попробовать услышать моего ребенка, я хочу сегодня понять, как мне жить дальше. И вот, знаете, здесь такой момент, что, как мне кажется, вот опять же, я вам повторяла уже, по-моему, не один раз даже, в комментариях в основном, что вот есть вот Ольга Назарова, писательница, которая, наверное, тоже не ее идея, но я и в ее книгах прочитала, что попытайся сделать кому добро, кому, если тебе плохо, сделай, помоги тому, кому еще хуже, чем тебе. И вот я помню, в комментариях одна женщина задала совершенно логичный вопрос. Она сказала, а кому может быть хуже, чем мне, если я потеряла ребенка? И вот здесь, знаете, мне кажется, важный момент какой? В том, чтобы не мериться горем. То есть вот не выбирать, вот, знаете, вот есть куча людей, которым плохо, мы говорим, вот ему недостаточно. То есть больше горя матери нету.
Это я точно могу сказать. Нету. Есть больше горе-матери, только которая потеряла там двоих, троих, или больше детей. То есть вот в этом плане. Но есть люди, которым, например, смотрите, вот я думаю так, что вот я потеряла сына, мне очень плохо, но я вижу, слышу, у меня двигаются руки и ноги, у меня есть дом, где я могу ночевать, у меня есть деньги, у меня есть на что купить еду. Я могу есть и пить. А есть люди, у которых в этот момент этого вообще ничего нет. Есть дети, которые никогда не знали родительской ласки. Есть люди, которые сейчас терпят унижение и боль. Есть люди, у которых нет возможности куда-то доехать, потому что им нужно, например, лечиться, они не могут куда-то поехать. Слушайте, таких случаев дофига. Мало того, то есть, ну, животных возьмите, да, птички вот в засуху негде пить, поставь поилку. Ну, вот много таких маленьких, не обязательно речь идет о глобальном. То есть речь не идет о том, что завтра же иди и усынови ребенка. Ну, смешно, да, в таком состоянии. Но мне кажется, что вот это добро, ну, во-первых, я по своей семье могу сказать, что мы первое, что мы стали делать, вот я помню в первый день, когда Ванька ушел, мы сели втроем в гостинице и стали думать, что мы решили учредить стипендию для детей, которые не имеют возможности обучаться. Как вы понимаете, им не хуже, чем нам, потому что они никого не теряли, но у них просто есть способности и нет возможностей. Мы решили создать клинику альтернативной медицины, ну, диагностики медицины для тех людей, которые не могут вылечиться с помощью обычной медицины. То есть не вместо, а в помощь. Да? И там лечебный массаж, лечебная гимнастика, иглоукалывание, цигун, гомеопатия, фитотерапия, вот все эти направления, акупрессура, массаж стоп, там ну, куча всего, рефлексный массаж рефлексных зон, диететика. То есть вот эти все направления, которые могут человеку помочь, то есть и диагностика, да, безусловно, диагностика, методы современной диагностики, не традиционные, альтернативные, да, когда человеку можно сказать просто, что у него вот такие-то проблемы, и с этим обратитесь к тому-то врачу, с этим к тому-то, а вот это первостепенная проблема, то есть совершенно суть не в том, чтобы обязательно у нас лечились, а мы, наоборот, будем направлять в больницы. И вот там это будет платная клиника, естественно, просто мы не сможем содержать врачей за счет этого, ну или там массажистов, но определенному количеству людей, которые нуждаются, мы будем эти услуги предоставлять бесплатно. То есть вот это наш план, которому, да, и плюс мы поддерживаем вот этих вот центры по обучению собак, поводырей для слепых. И плюс для меня вот этот блок. Вот для меня прежде всего, я вам честно могу сказать, кстати, вот насчет стипендий, вчера как раз написал директор того экономического колледжа, где мальчик получил стипендию, мальчик из очень бедной семьи, и у него бы не было никаких возможностей продолжать учиться, потому что в семье мама, папа безработные, даже если он будет учиться на бюджете, ему никто не будет оплачивать проезд, никто не будет оплачивать там общежитие и так далее. И вот мы учреждаем стипендию, которая на протяжении всех лет, она ему будет помогать. И это я к чему говорю? Не к тому, чтобы похвастаться и сказать, вот мы какие крутые и хорошие, а вы такие сяки. То есть вообще не об этом. Я просто говорю, мы себе не ради кого-то. Мы себе поставили этот план, чтобы облегчить себе жизнь, потому что мы почему-то одновременно все втроем почувствовали, что мы должны что-то делать во имя Ваньки. Вот этот канал, как я говорю, бахнулся мне на голову в 57-й день, совершенно неожиданно для меня, мысль была вообще точно не моя. Но я вам скажу, что канал мне дает огромное количество тепла, добра, возможности помочь людям. Да, она сомнительная, потому что я только болтаю перед экраном, да, но все равно иногда даже это помогает, просто когда мы можем выговориться, когда вы мне можете написать, я вам отвечу, а мы, может быть, и встретимся еще с кем-то. И, то есть, понимаете, это возможность прожить свое горе, если не получается по-другому. И вот с тех пор, как я начала вести этот канал, и вообще с тех пор, как я стала говорить, что это я делаю во имя Вани, у меня полное ощущение присутствия Ваньки рядом. Вы знаете, я даже не знаю, как вам это объяснить. Это ощущение такого, знаете, тепла, света, теплого, доброго, ласкового, вот какой Ванька был. Вот у меня прям даже мурашки сейчас по телу. Я все время чувствую, когда он есть, а когда его нет. В основном он практически всегда есть. И, кстати, вот
я чувствую его недовольство, когда я плачу. Вот я прям это чувствую. Поэтому, когда мне говорят в комментариях, что не тревожьте память своего сына, молчите, горюйте молча, потому что он на вас злится. Я совершенно точно знаю, что мой сын не злится. Потому что лучше, чем я, моего сына никто не знал. Так же, как он не знал никого лучше, чем не знал никого лучше, чем меня. Потому что мы вообще последние 1,5 года прожили вместе, не разлучаясь. Уж не говоря о том, что у нас всегда были очень хорошие отношения. Вот, и, то есть, вот здесь момент какой? Сделать кому-то лучше, это не обязательно кому-то, нужно себе. Это тоже кому-то лучше, потому что вы тоже кто-то. Вот знаете, вот это вот тот момент, что когда вы себя представляете ребенком, представьте себе, что вы ребенок, который нуждается в помощи, ребенок, которого плохо, ребенок, которого нужно утешить. И просто сделать как себе что-то хорошее. Может быть, оно вам сразу не доставит радости. Ну, сделать маникюр, сходить. Если очень не хочется, но все равно сделать. Или купить мороженое. Или просто вспомнить что-то светлое и попробовать улыбнуться. Вот маленькими шагами, то есть слона можно съесть только маленькими кусочками. Вот очень маленькими кусочками начать поедать этого слона. Вот эту мерзость, которая на нас села. Вот это горе, которое нас утаскивает вниз, в пучину и к смерти на самом деле, потому что мы с вами таким образом себя уничтожаем, если мы очень сильно горюем. Себя. Это не потому, что я не говорю, что это грех там, или еще что-то. Но наши с вами дети, вот я абсолютно в этом уверена, ребят, наши с вами дети, они очень хотят, чтобы нам было хорошо, потому что там им хорошо. Я это чувствую по Ваньке. Об этом свидетельствуют женщины, которые вот у нас пишут здесь, которые получали свидетельства от своих детей. Об этом прочитайте книги, практически все, кто испытал клиническую смерть и испытал вот этот вот опыт, они говорили о том, что там светло, здорово, и оттуда совершенно не хочется уходить. То есть есть у нас какие-то свидетельства, да, конечно, есть материалисты, которые говорят, все, черви и ничего больше. Но, опять же, зачем нам это принимать? Вот честно, я еще раз повторяю, по-моему, я говорила уже, у меня просто в мозгах уже, когда я говорила, когда нет, я забыла, но если даже ничего нет, но я проживу эту жизнь в свете, то мне уже по-любому, я считаю, что я выиграла. Потому что жить в свете лучше, чем жить в тьме, в горе, в боли, в адской. Потому что это адская боль. Вот то, о чем я говорю, и то, что я испытывала, это и вы испытывали, и испытываете, и я периодически испытываю. Это адская боль, от нее надо уходить. Не путем забывания наших детей, потому что вот я сейчас говорю, а со мной рядом все время Ванька. Вот не только на фотографии, вот я чувствую его присутствие рядом. То есть от того, что я не плачу, от того, что я ухожу от горя, я только к нему приближаюсь. То есть, вот, понимаете, это как бы получается, что, знаете как, получается, что я вообще, знаете, ощущение еще переоценки в чем? Вот представляете себе, мы все с вами, пока у нас все нормально, мы живем обычными делами. То есть, нам надо на работу, с работы купить, того накормить, тому постирать, все. Как правило, в определенном возрасте человек перестает думать о смысле жизни, ему некогда. Просто некогда. Он делает то, что ему нужно, устает, ему больше ни до чего. А вот когда у нас происходит смерть, вот хотим мы этого или не хотим, мы начинаем задаваться вопросами, за что, почему, как Бог может позволять это, как, я не знаю, как устроен этот мир, есть ли смерть и жизнь после смерти, а для чего нам жить, для чего. И вот получается, что пока у нас ничего не было, мы как рыба, которая плавала в воде, потом ее бац, выкинула, и она вот ртом, значит, пытается дышать, а у нее не получается, потому что она к воде привыкла. И вот нас так выкинуло с вами тоже из этой воды и заставляет буквально понять, что и как. И вот в этих вопросах, да, они болезненные. Ребята, они болезненные, потому что на них в принципе нет стопроцентных ответов. Но мне кажется, сам факт вот того, что мы эти вопросы задаем, он нас уже приподнимает над нашим обычным существованием. То есть и все равно есть вот эти два направления, да, у нас всегда есть выбор, вот мы рыба, которую вытащили из воды, но эта рыба может пойти в сторону жизни, а может пойти в сторону смерти. Человек всегда делает выбор между жизнью и смертью. И если уж нас оставили жить, а мы не знаем для чего, то надо попытаться для чего, но для этого, понять для чего, но для этого надо пытаться жить. И вот
правда, я Ваньку прошу каждый день, когда за вас молюсь, я прошу каждый день, чтобы он встретился со всеми нашими, с теми нашими, которые туда ушли. Неважно, там, мне кажется, возраст и ранги не важны. Они там все вместе, мне кажется. И они там радуются. Я очень надеюсь, что совместными усилиями мы сможем друг друга вытащить. То есть и они смогут нас совместными усилиями вытащить. Потому что, может быть, один ваш сын или там одна дочка не смогут. А командой, совместной молитвой мы все, и они с нами смогут. Вот я понимаю, что определенные люди сейчас скажут, что я совсем свихнулась, у меня ум за разум зашел. Но вы знаете что? Я даже слушать этого не буду. Вот кто хочет жить, это же выбор, опять же, выбор каждого человека. Хочу жить со смертью, с червями, странный выбор, что называется. Тут, знаете, есть анекдот, завершу им. Анекдот про ангела-хранителя. Значит, едет мужик в маршрутном такси и бубнит себе под нос. Жена стерва, дети захребетники и там гады, родители паразиты, там еще называет, и за ним стоит ангел-хранитель, так, это сам жизнь несправедлива, там, например, да, жизнь вообще говно, прошу прощения за мой французский, опять же. За ним стоит ангел-хранитель и записывает: жена стерва, дети захребетники, там, родители, все. Странные желания, но мое дело маленькое, я выполняю. То есть, понимаете, да, это, конечно, хохма, понятное дело, это все не из жизни, хотя в каждой шутке есть доля шутки, как говорят, да, и доля правды тоже. Вот, то есть, мне кажется, что, опять же, ребят, я никого не учу, я никому сейчас не даю советов и не говорю: ты туда, а собаку на живодерне, как в каком-то фильме. Я вот вам рассказываю только то, через что сама проходила. Вот весь ход моих мыслей. Они не оригинальные. Совершенно точно вы увидите в сотне книг приблизительно такие же рассуждения. Я вообще не претендую на оригинальность. Я сугубо говорю вам то, что мне принесло облегчение. И то, за счет чего я сейчас чувствую Ваньку. И я успокоилась. Я чувствую, что ему хорошо, и мне хорошо. И я сейчас, вот видите, я стала публиковать его фотографии, например. Я смотрю, я даже стала видео с ним публиковать. Раньше бы я не смогла, меня просто колотило, как только я это видела. А сейчас я публикую, я радуюсь этому. Какой он у меня классный был. Какой он клевый был, как его друг говорит. Это, слушайте, да он и сейчас такой же. Я прям чувствую по энергетике-то. Вот как был, таким и остался. Прям вот по хулиганской энергетике чувствую, только так. Смотрю в своей записи, что хотела еще сказать, да? Практически, слушайте, вот я действительно только заканчиваю, да, про переоценку ценностей понятно, тут говорить нечего, а по поводу вины просто, ребят, попробуйте немножко себя полюбить, чуть-чуть себя полюбить и дать немножко, как вам сказать, есть еще такой писатель Хэриот, он ветеринар был, английский, британский писатель, и он замечательно пишет рассказы о животных. И вот он был ветеринаром как где-то в глубинке. И вот он один раз пришел к какому-то фермеру. Фермер пригласил их его ковцам, там какие-то прививки сделать или еще что-то. И он увидел там одну овцу, которая умирала, потому что у нее что-то прошли как-то роды плохо, и она там очень много потеряла крови, у нее были жуткие боли. И фермер, ну, в связи с тем, что они жили не очень богато, фермер не хотел за эту овцу ничего платить. И ветеринар ее просто пожалел и дал ей очень большую дозу обезболивающих, решив так, что она все равно умирает, пусть она хотя бы последнее время, последние там свои часы или там день жизни, она не страдает. За свой счет сделал ей эту инъекцию и уехал. Но ему нужно было обратно вернуться, там повторить что-то или там контроль произвести. И вдруг он через неделю узнает, что эта овца выжила и поправилась, и вообще уже практически бегает. И вот он делает такой вывод. Он говорит: знаете, вообще считается в ветеринарии не злоупотреблять обезболивающими. Но я для себя в своей практике понял, что иногда обезболивающие дают нашему организму возможность восстановиться, потому что пока организм в боли, у него не хватает сил на восстановление. Нужно иногда нашему организму дать отдохнуть. И вот, мне кажется, это к нам с вами подходит просто офигенно. Просто, если мы попробуем вот сегодня 5 минут себе дать возможность от боли посмотреть, поскроллить в интернете и попробовать это, например, посмотреть, что какие-то хохмы, да, и представить себе, что вы это смотрите с вашим ребенком, как бы он на это прореагировал, и посмеяться с ним вместе.
Я не знаю, у каждого свой метод. Это я вот от балды, что называется, предлагаю. Или, я не знаю, выйти, посмотреть на солнечный свет, порадоваться тому, что он есть. Или там птичек показать. Ну, у каждого свое, ребята. Сделать, вот пусть сегодня 1 минуту, а завтра 2. А послезавтра 3. Потихонечку, полигонечку, маленькими шажочками, но в сторону жизни. Но для этого нужно осознанное усилие. То есть само по себе оно от вас не отлипнет, правда. Ребят, заканчиваю. 49, ну какой-то кошмар. Боже мой, какой ужас. Мои хорошие, я вас очень сильно люблю, я безумно хочу вам помочь. Мне настолько разрывается сердце, когда я читаю ваши комментарии про то, что вы себя вините, и про вот эту боль безумную, в которой вы находитесь. Это не значит, что я говорю, не пишите, наоборот, пишите как можно больше, потому что это помогает вам, и это будет помогать нам. Потому что вот эта сила сообщества, она именно в том, что вот эта общая исцеляющая сила больше, чем сила одного человека. Вот, предположим, есть я одна, которая вякает там что-то с экрана, это ничего не стоит. А вот когда мы все вместе, каждый из нас друг другу сочувствует, это умножается в геометрической прогрессии. И потихоньку нам станет легче, мои родные. Солнышки мои, держитесь, я вас очень люблю, я за вас каждый день молюсь, я каждый день за вас прошу Господа Бога и за ваших усопших, за всех. Поименно кого знаю и не поименно кого не знаю. Господь разберется, Он знает. И Ваньку прошу о том, чтобы он помог вам за счет того, что он познакомится с нашими всеми, чтобы они там потусили хорошо, чтобы им было здорово, чтобы они, может быть, нашли какой-то способ дать вам знак. Но вы тоже для этого немножко там пространство, так, облака разгоните рукой. Я вас крепко-крепко обнимаю, мои родные. До свидания.